Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале «Мы в Сан-Франциско». Мы продолжаем нашу тему о Димаше и его необыкновенном голосе. Мы знаем, что с 24 по 26 мая состоится фестиваль джаза, Токио Джаз Фестиваль, а также 24 мая будет день рождения Димаша. Ему исполнится 26 лет. В свой день рождения он будет выступать на этом фестивале джаза в Японии. Возможно, он представит новый репертуар. Это будет сюрпризом, сенсацией для миллионов поклонников его таланта. Это будет джаз. На фестивале Димаш, конечно же, покажет весь свой спектр голосовых данных с джазовой, неповторимой импровизацией. Мы думаем, своим появлением на этом фестивале Димаш покажет новый аспект джазовой музыки. Возможно, даже создаст новое направление, новые технологии в музыке. Участие Димаша в этом фестивале может дать мощнейший импульс, который вызовет необыкновенное продолжение развития джазовой музыки. Джазовая музыка наполнится звуками очень высокой тональности, новыми красками и оттенками. Своим новым перевоплощением загадочной импровизации, полагаем, Димаш вызовет фурор у людей, и мы станем свидетелями рождения нового феномена – короля джаза. Сама джазовая музыка была связана с приходом в нее новых, ярких, талантливых, незаурядных исполнителей и прекрасных виртуозов джаза. Луи Армстронга, Чарли Паркера, Дюка Эллингтона, Майлса Дэвиса и других. Это было удивительным, необыкновенным явлением в мировой музыке и в обществе. Он появился на основе синтеза двух культур – американской и африканской в Новом Орлеане в 1910 году. Джаз придавал уверенность в своих силах, укрепляя дух в трудные переломные годы развития американского общества. Поначалу его сразу противопоставили коммерческой музыкальной индустрии США. Но джаз зародился в народе, имел небывалый успех, и остановить его было уже невозможно. Он имел развитие в таких периодах времени. С 1930 по 40-е годы это был свинговый бум, а затем в 1950 годах джаз объединили музыкальный жанр с описанием, соединившим разные стили всех временных периодов. Дорогие друзья, наверное, многие задаются вопросом, почему Димаш выбрал специальность джазовый и эстрадный вокал в Университете искусств в Астане. Ведь было бы логичным, если бы он продолжил свое обучение по специальности оперное пение. Мы решили исследовать историю джазового направления в Казахстане и обнаружили очень интересные факты. Во-первых, я думаю, на выбор Димаша, его специальности в университете повлияли серьезные достижения в джазовой музыке в Казахстане. Ведь развитие казахстанской джазовой музыки в дальнейшем дал толчок становлению эстрадной музыки. Джазовая музыка начинала приобретать свою популярность в Казахстане еще в 1969 году, когда молодой барабанщик Тахир Ибрагимов собрал свою первую группу. На тот момент другие музыкальные направления уже достигли своего апогея, имели сильнейшее развитие. Так, например, в оперном направлении в 70-х годах уже появились главные национальные постановки – оперы «Алпамыс» Рахмадиева, «Енлек» и «Кебек» Жубановой, «Алия» Мансура Сагатова. Продолжаем наш разговор о джазовом направлении в Казахстане. Была создана музыкальная группа Тахиром Ибрагимовым, которая называлась коротким словом «бумеранг». Какой смысл вкладывали музыканты в это название? Наверное, они хотели, чтобы музыкальное джазовое искусство не застывало, не исчезало и развивалось в дальнейшем как новое течение музыки, наряду уже с другими музыкальными направлениями. Нам только стоит догадываться, какой смысл вкладывали в название этой группы музыканты. Во-вторых, джаз был толчком развития эстрадной музыки в Казахстане. Со временем менялся не только состав группы «Бумеранг», но и менялись музыкальные вкусы и предпочтения. В группе успели поработать и Байгали Серкибаев, и Батырхан Шукенов, и композитор Яков Хан. Они меняли репертуар, вводили новые композиции.
тем самым основывая и развивая эстрадную музыку в Казахстане. Вокруг этой группы собиралась вся музыкальная тусовка, прогрессивная молодежь и творческая интеллигенция того времени. А их квартира превращалась в негласное место паломничества главных тусовщиков Алматы 80-х годов. Брат Тахира Ибрагимова, основателя этой группы, писал: «А когда к нам приезжали знаменитые Нью-Йорк Jazz Repertory Orchestra в середине 70-х, то именно в его квартиру на втором этаже теперь уже почти развалившегося дома в центре Алматы набилось столько американских джазовых звезд, что на квадратный метр в тот момент там их было больше, чем в самой Америке». К началу 80-х годов стали появляться джазовые фестивали. У группы «Бумеранг» начал формироваться уникальный стиль, который позже назовут «Ориентал джазом». В период с 1983 по 1986 года у группы выходит 3 альбома на фирме «Мелодия» – «Бумеранг», «Орнамент» и «Мираж». В 1979 году сформировалась группа «Арай», преемник «Бумеранга», аккомпаниаторский коллектив молодой, но уже известной певицы Розы Рымбаевой. Его сооснователем и идейным вдохновителем стал тот же Тахир Ибрагимов. Но к 1982 году первоначальный состав ансамбля распался, и появилась группа «Арай». В состав группы вошли клавишник Байгали Серкибаев, бас-гитарист Владимир Миклошич, вокалист Наджиб Вильданов, гитарист Булат Сыздыков, Батырхан Шукенов и ударник Сагнай Абдулин, сменивший Ибрагимова. Именно из этого коллектива позже выросла группа в начале Алмата Студио, затем А-студио. Именно под таким названием группу пригласили работать в театр Аллы Пугачевой в Москву. Девчонка из далеких дней, по школе бегал я за ней, домой провожал, записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли. И я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, и я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. Тебя полюбят там опять, но будут по-другому звать. К чему вспоминать мне новое имя твое? Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, о-хо. Теперь становится понятным, почему Димаш выбрал именно специальность джазовый и эстрадный вокал в университете. Потому что он считает, что джазовое и эстрадное направления должны иметь дальнейшее развитие как в Казахстане, так и в мире в целом. На песенном конкурсе «Новая волна-2018» Димаш выразил свою благодарность Байгали Серкибаеву, как одному из ярких продолжателей джазового и одному из основателей эстрадного направления в Казахстане. После исполнения песни «Грешная страсть» он сказал: «Спасибо группе А-студио и Байгали Ага». Ага – это казахи применяют это слово при выражении уважения к старшему. Улькен Рахмет, что переводится как «большое спасибо» за то, что вдохновляете молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Отвечая на вопрос, почему же Димаш выбрал специальность эстрадный и джазовый вокал в университете, хотелось бы отметить, что он был определен не только интересами Димаша, он был связан с желанием привнести новые аспекты в музыку, расширяя все дальше и дальше бесконечные горизонты прекрасного музыкального мира. Дорогие друзья, благодарю вас за участие в просмотре этого видео. В ваших комментариях я вижу большой интерес к творческой деятельности Димаша. Чтобы узнать новую интересную информацию о Димаше, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте свои лайки, если это видео вам понравилось. Это придаст стимул для дальнейшей нашей работы. До свидания
До новых встреч, мои дорогие друзья!